Всем привет! Меня зовут Марина. Вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Зачем изучать русский язык? Зачем смотреть видео о русском языке? Почему вы изучаете русский язык? Почему вы смотрите мои видео? Вроде бы эти вопросы звучат почти одинаково, отличаются фактически только словами «зачем» и «почему». Но в этих вопросах есть смысловая разница. Давайте в этом видео и разберемся с вопросами «зачем» и «почему». Вопрос «зачем» подразумевает, что можно получить в результате каких-либо действий. То есть с какой целью вы что-то делаете, что-то совершаете, что-то выполняете. Зачем вы изучаете русский язык? Фактически для какой цели, какой результат вы хотите получить. А вот вопрос «почему», напротив, раскрывает причину полученного результата. Почему вы изучаете русский язык? Что было до того момента, когда вы захотели изучать русский язык? Что повлияло на ваш интерес к изучению русского языка? Зачем изучать русский? Почему вы хотите изучать русский? Или же почему вы изучаете русский? Зачем? Это с какой целью? И ответ будет, чтобы поехать в Россию, чтобы работать в России, чтобы работать с российскими компаниями. А вот почему? Какая причина? Потому что мне интересна Россия. Потому что я познакомился с русской девушкой. Потому что моя семья из России. Давайте посмотрим на другой пример. Зачем ты ударил Петю или почему ты ударил Петю? Зачем? С какой целью? Чтобы показать, что я сильнее. Бывают такие причины. Или же почему? По какой причине? Что послужило поводом? Потому что Петя меня обидел. Например, Петя сказал какое-то плохое слово, обозвал меня. Как вы видите, перед тем, как задать вопрос или зачем, или почему, вам нужно понять, что вы хотите услышать в ответе. Вы хотите узнать результат действия, либо вы хотите узнать то, что повлияло на это действие, на совершение этого действия. Вопрос «зачем» можно заменить на другие вопросы, такие как «с какой целью?», «для какой цели?» или же просто «для чего?». А вот вопрос «почему» мы можем заменить на такие вопросы, как «что повлияло?», «что к этому привело?», «какая причина?» или же «по какой причине?», «что вас заставило делать что-либо?». Самый распространенный, популярный ответ на вопрос «почему» будет начинаться со слов «потому что». Почему вы изучаете русский? Потому что мне нравится русский. Почему вы опоздали? Потому что я проспала. Но могут быть и другие ответы. Так как вчера был концерт, поэтому сегодня я не смогла встать раньше. Поэтому мы очень устали, поэтому не смогли прийти вовремя. Из-за. Мы решили не идти в школу из-за плохой погоды. Благодаря. Обязательно что-то хорошее. Я говорю хорошо по-русски благодаря видео на канале Russian Language Club. Есть еще другие варианты, но я вам назвала одни из самых популярных, самых частотных вариантов ответа на вопрос «почему?». Теперь давайте посмотрим, как можно отвечать на вопрос «зачем?». Точнее, какие конструкции можно использовать. Чтобы он приехал в Россию, чтобы познакомиться с русскими людьми. Для того, чтобы, с тем, чтобы или за тем, чтобы. Чаще всего все эти выражения встречаются в письменной речи. Врачи делали все возможное для того, чтобы она жила. И также, лишь бы
только бы. В данном случае прям такое сильное желание достичь какой-либо цели. Я готова на все, лишь бы хорошо и увереннее говорить по-русски. А в моем случае я готова на все, лишь бы вы с удовольствием изучали русский язык. Ну ладно, не совсем на все, но на многое. Итак, в этом видео мы поговорили о смысловой разнице между вопросами «зачем» и «почему». Мы посмотрели, какой из этих вопросов обозначает причину, а какой из этих вопросов обозначает цель, результат действия. Также я вам предложила несколько вариантов, как можно отвечать, какие конструкции можно использовать при ответе на вопросы «зачем» и «почему». На этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.